А давайте сегодня поиграем в ресторан. Только не в такой ресторан, который вот там, за углом, а в такой ресторан, где люди всерьез работают ради того, чтобы мы с вами пришли и вкусно поели. И если это в самом деле ресторан, то и продукты в нем должны быть особые, самые лучшие. Никакая попала курица. Например, деревенская, выкормленная как положено, с головой, с ножками. Голову и ножки ей там, конечно, оттяпают, но тем не менее, внутри у этой курицы все должно быть прекрасно. Желтенький жирок, который пригодится при обжаривании этой курицы. Но не менее важно просолить нутро этой курицы. Страсть не люблю, когда птица не просоленная. Но еще хуже, если птица сухая. Ради того, чтобы птица не получилась сухой, ради того, чтобы она получилась достаточно ароматной, уложим в ее брюшко пару долек лимона, несколько зубчиков чеснока и несколько веточек розмарина. Ну все, курицу можно связывать. Нет, не для того, чтобы она не убежала, а для того, чтобы она не потеряла свою форму, для того, чтобы из ее брюшка ничего не выпало. Лишние веревочки обрываем. Вот теперь курица выглядит так, как надо, как положено. Но курочка – птица нежная. Она нуждается в массаже. В массаже при помощи соли и хорошего оливкового масла. А массажировать я ее буду прямо в сковородке, в которой она будет жариться. А сковородка у меня непростая. Сковородка у меня Кухмара. Это отличная сковородка из нержавеющей стали, но с капсульным дном. Что это означает? Что дно состоит из нескольких слоев металла. Один слой металла отвечает за теплопроводность. Другой слой металла отвечает за то, чтобы сковородка работала и на индукционных плитах. И, наконец, третий слой металла – это нержавеющая сталь, которая, разумеется, не ржавеет, не покрывается пятнами, не вступает в химические реакции с продуктами, которые готовятся в этой замечательной сковороде. Кухмара. Кто захочет купить себе замечательный подарок, ссылка в описании к этому ролику. Через кожу птицы соль проходит очень неохотно, поэтому я посолил достаточно обильно. А теперь хорошего масла на руки и втираем масло и соль в кожу курицы. Вы не поверите, но от этой простейшей операции вкус курицы меняется радикально. Я вообще хочу сказать, что в очень хороших ресторанах еду готовят практически так же, как мы дома. Только немного лучше. Только уделяют немного больше времени самым незначительным деталям. Вот взять, например, картошку фри. Скажете, это же уличная еда, стрит-фуд, фастфуд. А вот и нет. Даже в 3-звездочных ресторанах Парижа подают картошку фри. Только приготовлена она бывает совершенно особенным образом. И подают ее порою к самым обыкновенным блюдам, например, жареной курице. Так что пока курица просаливается, маринуется, пойдемте и пожарим картошку фри так, как ее жарят в очень хороших ресторанах. Это только кажется, что картошка фри – очень простое блюдо. Начнем с обсуждения формы брусочков. Я видел ресторан, где из картофелины вырезали шарики. Я видел кухню, где картошку нарезали сначала крупными брусочками, а потом брусочки строгали и получали что-то в форме карандашей. Представляете себе такие картофельные палочки? Все это, конечно, очень красиво и демонстрирует трудолюбие кухонных работников, их уважение к едокам. Но для хорошего картофеля фри достаточно порезать картошку ровными брусочками. Именно поэтому я с картофелины постарался обрезать хоть какие-то горбыли. Мне важно, чтобы все брусочки имели равную толщину по всей длине. Ну а так, в приготовлении картошки фри есть довольно много других секретов, которые гораздо сильнее влияют на вкус готового блюда.
Например, картофельные брусочки надо замочить в воде, чтобы растворился и вышел в воду крахмал хотя бы с поверхности брусочка. Смысл этого действия примерно тот же самый, что и в замачивании и промывании риса для плова. Ну а что касается горбылей, обрезков, посмотрите, как их немного, они пригодятся на кухне. В конце концов, их всегда можно пожарить на обычной сковородке с лучком. Для себя. А чтобы пожарить картофель фри для клиентов, на кухне должны быть сухие, чистые вафельные полотенца. Они необходимы для того, чтобы обсушить картошку. Пусть ткань впитает в себя как можно больше влаги с поверхности картофельных брусочков. Ведь эта влага будет мешать обжариванию картофеля. И дело не только в том, что масло будет брызгать. Чем больше влаги на поверхности брусочков, тем сильнее остывает масло, в котором жарят картофель фри. А температура обжаривания картофеля – очень важный параметр. Не переключайтесь. Сейчас я все расскажу. Тщательно, аккуратно обсушите картофель и накройте его другой чистой салфеткой, чтобы он на воздухе не потемнел. А вот теперь масло. И обратите внимание, какое количество масла. Столько масла необходимо не для того, чтобы сделать картошку пожирнее, а для того, чтобы масло накопило как можно больше тепла и как можно меньше остывало, когда в него опускают картошку. Температура обжаривания картофеля на первом этапе – это примерно 160-170 градусов. Я выставляю на своей плите 166 градусов. Моя плита автоматическая, она позволяет контролировать температуру. У кого нет такой плиты, должен приобрести кухонный термометр, о необходимости которого я твержу уже лет 15 или 20. Пожалуйста, не оглядывайтесь на так называемых настоящих поваров. У них огромный опыт. Они эту температуру чувствуют руками, лицом. Даже по шкварчанию картофеля определяют. Да и то, далеко не все. Уверяю вас, если вы приобретете термометр, у вас картошка будет получаться намного лучше, чем в большинстве ресторанов. А если в каком-то ресторане картошка получается очень вкусной, то имейте в виду, там, скорее всего, стоит автоматическая фритюрница, которая поддерживает требуемую температуру. Второй вопрос. А сколько времени необходимо обжаривать картошку на первом этапе? А это зависит от мощности нагрева, от объема масла, от исходной температуры картофеля и от количества картофеля, которое опускается в масло. То есть высчитать эту температуру, наверное, теоретически можно, но по очень сложной формуле. А необходимо ли использовать сложные формулы на кухне? Лучше я вам раскрою один секрет, который позволит получать очень вкусную картошку всегда. Но сейчас температуру нагрева масла необходимо увеличить до 190 градусов. Сейчас картошечку посолить надо. Вы обратили внимание, что я выкладывал ее на бумагу, чтобы впиталось лишнее масло с поверхности картошки. Я теперь перекладываю в другую емкость и тоже на бумагу. Теперь секрет. После первого этапа обжаривания картошка должна получиться мягкой. Посмотрите, я держу ее за один конец, она изгибается примерно градусов на 30. Ее уже можно кушать, но это еще не вкусная картошка фри. Предстоит второй этап. Обратите внимание, что я закладываю картофель в кастрюлю небольшими порциями, чтобы масло не остывало и картошка жарилась при высокой температуре, а не варилась и не размякала в едва теплом масле. А до какого цвета необходимо жарить картошку на втором этапе? Я абсолютно убежден, что не до красного и не до черноты на углах брусочков. И вообще, второй этап происходит довольно быстро. Если на первом этапе картошка жарилась, может быть, минут 8 или 10, то сейчас только 2-3 минуты. И посмотрите, вот это правильный цвет. И вот это правильная консистенция картошки. Обратите внимание, она больше не сгибается. Теперь она стала упругой, и поверхность ее изрядно хрустит.
А вы задумывались, почему пенится масло, когда мы жарим картошку? Дело в том, что из картошки продолжает выходить влага. Мельчайшие капельки воды вскипают, образуют пузыри пара. Эти пузыри пара грозят выплеснуть масло наружу, поэтому иногда приходится подуть. А вообще-то было бы лучше взять более глубокий казан. Самое сложное дело на кухне – приготовить очень простые продукты так, чтобы превратить их в шедевр. Кажется, сейчас мы справились с задачей, настроение у меня хорошее, и остается только подать картофель. Было бы правильно подавать непосредственно из казана. Обжарили и подали. Обжарили еще одну порцию и подали. Не надо, чтобы картошка ждала официанта. Необходимо как можно скорее подать ее на стол, пока она хрустит, пока она не обмякла. Но перед подачей на стол я хочу посыпать картофель мятой, чабрецом, базиликом. Разотрите сухие травы между пальцами и посыпьте через сито. Необходимо только оттенить вкус масла. Сухие травы справляются с этой задачей очень хорошо. Картошка получается не только вкусной, не только хрустящей, но еще и очень ароматной. Я еще раз хочу сказать, что хорошая кухня – это в первую очередь трудолюбие. Это в первую очередь знание. Это в первую очередь любовь к едокам и уважение к продуктам. Иногда говорят, повар должен быть добрый. А в чем должна выражаться его доброта, если не в любви? Вот и все. Можно обжаривать. Кусочек жира, который вышел из брюшка курицы, я нарезаю, подложу его под курицу. Масло – это масло, а собственный жир куриный очень ароматный, и он улучшит вкус курицы снаружи. Сковородку на огонь и включаем газ. Только настраиваем так, чтобы пламя было не слишком высоким. Спалить курицу большого ума не надо. Нам необходимо сделать так, чтобы курица получилась золотистая. Ага, зашкварчало, пошло дело. Пора переворачивать. Вот часто спрашивают люди, что сделать, чтобы от барана запах отбить? А что сделать, чтобы от курицы запах отбить? Ведь хорошая курица пахнет покруче, чем пахнет баран. Ее аромат гораздо сильнее, гораздо насыщеннее. Так вот, что можно сделать с курицей, чтобы отбить ее запах? И надо ли это делать вообще? Ну, не нравится тебе, как пахнет баран? Отойди и не нюхай. Я по запаху, я по звуку чувствую, что там снизу уже зарумянилось, и я еще раз переворачиваю курочку на другой бочок. Красота. Я бы еще раз хотел уделить внимание нагреву. Самый слабый нагрев. Торопиться не надо, потому что нам необходимо прогреть курицу. А тепло внутри курицы проходит очень медленно. Поэтому и поворачиваем раз за разом, аккуратно, сбоку на бок. Пусть теперь вот этим бочком вниз полежит. Масла в сковородке было совсем немного, но успел вытопиться жир, который мы подкладывали под курицу. А теперь потихоньку начинает вытапливаться жир и выходить соки из самой курицы. Самое время добавить курице лук-шалот. Да не обязательно брать именно шалот. Можно взять любой другой лук, можно нарезать его толстенькими ломтиками и подложить курице. Пусть он тоже подрумянится, пусть он тоже начнет издавать приятный аромат. Я знаю, как готовят курицу некоторые. Уложат ее в такую красивую позу и так и запекают. При этом совершенно не думают о том, что соки внутри курицы еще живые. Они текут и стекают из грудки в нижнюю часть ее корпуса. Это одна из причин, почему грудка получается суховатой. А у нас сейчас грудка
единственная часть, которая осталась бледненькой. Мы курицу положим вот в такую не самую ловкую позу. Пусть и грудка у нее подрумянится. Я надеюсь, вы понимаете, что температуры у нас сейчас, ну, скажем так, отнюдь не казанные, да? Мы жарим очень нежно, жарим очень осторожно и следим за тем, чтобы она со всех сторон получилась одинаково подрумяненной. Ну вот, со всех сторон наша красавица хороша. Пора перекладывать ее в другую посудину, и пора ее, братцы, запекать. Да-да, тушку курицы целиком невозможно прожарить до готовности на сковородке. Это первое, что я узнал о кулинарии. Как только в 16 лет приехал учиться в Москву. Первое блюдо, которое я приготовил, была жареная на сковородке замороженная венгерская курица, приобретенная в магазине «Диета» на Ленинском проспекте, что неподалеку от площади Гагарина. С тех пор прошло 43 года. Я кое-чему научился. И теперь я выстилаю перину под эту курочку из розмарина и долек лимона. Однако вы загляните в сковородку. Сколько соков, сколько ароматнейшего жира вытопилось из курицы. Все это оставлять в сковороде не годится. Мы должны полить этими соками курицу, прежде чем отправим ее в духовку. Если курицу отправить в духовку вот так, как есть, она высохнет и правильно сделает, потому что о курице в духовке тоже необходимо заботиться. Ее необходимо укрывать, ее необходимо время от времени переворачивать, ее время от времени необходимо поливать выделившимися соками. Вот тогда у нас получится курица из шикарного ресторана, а не то, что продают в палатке у электрички. Луковички вместе с курицей обжарились так вкусно. Они получились как какие-то плоды из варенья, из очень вкусного варенья. Отложим их в сторонку, а вот масло да жир, которые остались в этой сковороде, я процежу. Я процежу на другую сковородку, на которой обжарю немного белых грибов для гарнира. Эту сковородку можно отправить на мойку. В дело вступает вторая сковородка с антипригарным покрытием, на которой мы будем обжаривать грибочки. Белые, замороженные, а других нету. Но если обжарить их правильно, то и они получатся очень вкусными, уверяю вас. Грибы жарим быстро, часто встряхивая сковородку, перемешивая грибы, чтобы они обжарились со всех сторон как можно скорее. Однако курочка стоит в духовке уже 10 минут. Пора перевернуть ее сбоку на бок. Мы же с вами договаривались. И все то же самое. Снова накрываем ее фольгой и отправляем в духовку. Духовка нагрета до 180 градусов. Курица под фольгой, в керамической либо чугунной форме, в утятнице, которая как раз более-менее повторяет форму птицы, и поэтому не пересохнет. Томиться она будет минут 40, либо 50. Мы проверим. Ну а пока, как там наши грибы? Отличные, золотистые, румяные. Ух, как пахнут! Сбежал один, а мы его обратно. Пусть масло, жир, сок останется на сковородке. Они мне сейчас понадобятся. Понадобятся для того, чтобы полить курочку.
Каждый раз, как открываю духовку, аромат окутывает меня. Восторг меня охватывает. Какой запах! Какой божественный запах! Вы этого себе не представляете. Мне очень жаль, что телевидение не научилось передавать запахи. Инженеры, умницы мои, ну давайте подумаем об этом, а? Маслица. Маслица после грибов. Полить курочку. Полить, чтобы она румянилась, чтобы она золотилась, чтобы она правильно готовилась. И еще на 10 минут в духовку. Вообще неплохо бы таймер завести. Каждые 10 минут звонок, и кулинар бежит к духовке. Курицу переворачивать. А между переворотами курицы он занимается приготовлением соуса. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Таймер показывает, что курице в духовке осталось сидеть меньше 5 минут. Но на самом деле подождать придется минут 15 или 20. Дело в том, что курицу с пыла с жару прямо из печи, прямо из духовки, да на блюдо и на стол подавать в корне неверно. Более того, вы же помните этот популярный способ, курица-космонавт, когда курицу насаживали на кефирную бутылку и готовили ее в положении грудкой кверху. Все не так. Все неправильно. Нет. Посмотрите, курица после приготовления должна постоять вниз головой. Минут 15-20. И более того, остыть градусов до 50. Тепло внутри курицы должно распределиться. Соки должны опуститься вниз, к грудке. И вот тогда-то мы ее и подадим. Итак, прошло положенное время.
Курица не просто готова, а готова замечательно, самым правильным образом. Осталось только бечевки убрать. Вот теперь курицу можно нарезать порционными кусочками. Видали? Видали, какая сочная? Кому ножку, кому грудку. Но и ножку, и грудку стоит полить соком, который остался после запекания курицы. Понемногу грибов к каждой порции. Впрочем, грибы здесь выполняют роль приправы. Точно такой же, как соус. В этот соус будет замечательно окунать что ломтики курочки, что незаменимый гарнир. Картошку фри. И вот что я хочу сказать этим блюдом. Парень, молодой человек, если ты, к примеру, пока что студент, ты питаешься курицей и картошкой. Но когда ты заработаешь хорошие деньги, когда ты поедешь в Париж, попадешь в очень хороший ресторан, ты снова будешь есть курицу и картошку. Просто приготовлена эта курица будет так, как мы с вами можем приготовить дома уже сегодня. Успехов в кулинарии и приятного вам аппетита!